Всем привет! Я вам сегодня покажу, как развиваются орхидеи после пересадки. Пересадка этих орхидей была в конце осени 2020 года, это конец ноября, начало декабря. Давайте напомню, орхидея Чармер, орхидея моей сестры, это та орхидея, которую я спасла от серой сухой гнили. Видео на канале было, я рассказывала, как справиться с этой напастью, неприятная вещь, я вам могу сказать, которая может привести растение к полной гибели, когда вот эта серая сухая гниль, продвигаясь по стволу растения вверх, просто-напросто прекращает питание листьев, засыхает ствол орхидеи, орхидея погибает. Спасла! Я, вы знаете, вот настолько радуюсь этим обстоятельствам, потому что для меня спасти каждую орхидею, делом чести является. И, конечно же, я прикладываю массу усилий для того, чтобы сделать все необходимое. А там уже, конечно, как говорят, как Бог даст. Вот, мы можем только предполагать, Господь всегда располагает. И вот эта орхидея, смотрите, какое красивое нежное облако, цветение. Это орхидея мультифлора, посмотрите, как она зацвела. Мне эту орхидейку отдали на пересадку. Я потом эту орхидею отдам, отнесу уже весной, когда будет тепло. У нас сейчас холода, конечно, я не имею права рисковать орхидеей, тем более, когда я стараюсь восстановить, пересадить, чтобы все было хорошо, и вдруг, не дай бог, поторопиться, унести растение по холоду и заморозить. Нет, это не для меня, и настанет благоприятное время, я отдам эту орхидейку именно туда, откуда я ее принесла. У нее сейчас все хорошо, она зацвела. Почему вот обобщенное такое видео и по одной, и по другой орхидейке сегодня? Потому что и одна, и вторая орхидеи пересаживались с растущими цветоносами. На вот этом нежном розовом облаке высота цветоноса была 4 сантиметра, на Чармере, тоже где-то в районе 4,5-5 сантиметров. После пересадки методом перевалки здесь и здесь ни одна орхидея не застопорила рост цветоноса. Вот этот метод перевалки, о котором я вам всегда рассказываю, он просто антистрессовый от слова вообще. Стопроцентный результат, стопроцентный выход растения из пересадки. Всегда сохраняется корневая система и все ростовые процессы, которые происходят в момент пересадки на растение. Ничего не куклится, ничего не стопорится. Если орхидея развивалась, она и развивается. Здесь вот, пожалуйста, подтверждение всему тому, что я сейчас сказала, именно метод перевалки, насколько он эффективен и показателен. Чармер сумасшедший. Это та орхидея, о которой я мечтала. Представляете, в моей коллекции 500 орхидей нет Чармера. Девчонки, для всех растений просто места не найти. Сейчас столько гибридов, столько новых сортов культивируется. Когда ты смотришь на весенние поступления у девчонок, у распространителей, какие ожидаются к привозу сорта, у меня просто голова кругом идет, и я думаю, вот знаете, уже все, уже начинается у меня вот это, наверное, у вас то же самое, весеннее время, когда я его чувствую, я его уже, знаете, затылком чувствую, потому что я понимаю, что я опять сорвусь и опять буду покупать огромное количество растений. Такие красивые, таких и я никогда не видела. Это все новые наработки, новые гибриды, новые посевы. Вот. Наши садовники, наши бридеры не стоят на месте, они делают очень красивые сейчас сорта, скрещивают шикарные сорта, и в итоге получается общая такая красивая орхидея, общее дитя красивых сортов, гибридов орхидей. Это просто что-то невероятное. Сейчас я вам покажу некий лайфхак. И покажу, как развиваются корешочки. Сейчас все поблизости увидите. Но самое важное, сегодня мне было в видео показать лайфхак. Мне его подсказали. Опять-таки вы, девчули, вы просто у меня кладезь информации. Спасибо вам огромное. Думаю, палки постоянно ставишь. Вот сейчас мне нужно подвязать цветонос у Чармера. Как-то свисает он сильно. Тяжелые цветы, очень крупные, 7 цветов. Он еще доращивать будет. 100% уверена в этом.
Смотрите, что мне подсказали. Вот такую палку засунуть в грунт бывает чревато тем, что потом начинается на палке какая-нибудь дрянь расти. Обязательно. Здесь что-нибудь так... Как бы я ни обрабатывала, обязательно там внутри какая-нибудь бяка сидит. Мне подсказали, коктейльная палочка вот эта пластиковая. Девчонки, вот так мы одеваем. Вот так, представляете? Какая прелесть! И ничего не будет у нас там с вами загнивать, прогнивать, расти на этой деревянной палке. Девчулечки, спасибо вам огромное. Вы у меня просто умнички. И мои ходящие подсказки. Спасибо огромное. Пользуюсь вашими советами с удовольствием. Вот, потому что, знаете, я делюсь с вами информацией, да, какими-то наработками. И, конечно, спасибо вам огромное за то, что вы тоже это делаете. Потому что не только я комментарии читаю, поверьте мне, комментарии многие читают. Сейчас я посмотрю, в какую сторону, наверное, лучше около цветоноса мне это сделать. Так, девчонки, вот посадку сейчас я акцентирую внимание. Вот этот горшок, по-моему, это Дея от Арте или Лея, я их путаю постоянно. Так, сейчас, смотрите. Я смотрю, где у меня нет корней. А корней как раз у меня тут корней нет. Отлично. Я вставляю палочку, минуя корешочки, очень аккуратненько. Сейчас я вам покажу, какая была у меня послойная посадка. Так, корешочки. Ну все, отлично, она стала. Сейчас я крапчиком ее зафиксирую. Недаром говорят: век живи, век учись. Вот сколько живем, столько и учиться будем. Это круто. Не закостенеет наш мозг с вами, потому что мы стремимся к красоте. Делаем все для того, чтобы иметь шикарные результаты на наших орхидеях. Согласитесь, это обалденно. Чармер сумасшедший. Давайте я вам покажу его посадку. Напоминаю, да? Ссылочки, конечно, по пересадкам постараюсь, девчонки, оставить, если я не забуду. Бывает, что забываю. Вы уж меня извините за это. Напоминайте в комментариях, я комментарии все читаю до одного, вот просто все. Если я, допустим, не успеваю в течение дня, вечером все комментарии штудируются, поэтому я с удовольствием читаю все то, что вы мне пишете. Смотрите, видите, что у нас тут в посадке работает? Фитиль. Вот этот горшок между стенками горшка внешнего и внутреннего очень большое расстояние. Для меня это не совсем есть хорошо. Поэтому вот во все посадки таких горшков, видите, какое расстояние? 5 сантиметров. Обалдеть. Вот пойди туда воды налей. Вот, поэтому у меня отлично работает фитиль. Я подливаю водичку всегда чуть-чуть выше дна внутреннего горшочка, где-то на 0,5 сантиметра. Вот, через сутки у меня вода спускается вниз, туда, да? Дно горшочка не касается уже воды и начинает работать фитиль. Все, вот так. Поэтому все посадки в такие горшки только фитиль. Фитиль делаю из синтетической бельевой веревки. Она продается в любом хозмагазине. Давайте сейчас напомню вам, что у нас там. Я уже и сама, девчонки, если честно, не помню. Ну, перевалка была перевалкой, вы помните. Но при этом какое-то количество грунта было, конечно, заменено, потому что он ссыпался. Корешочков было там не сильно много и очень тесно было в горшке. Знаете что, я-то вспомнила, какая там перевалка. Там же у меня, как я восстановила эту орхидейку, так я сестре ее в том горшке и отдала. И сестра ее вообще не пересаживала, эту орхидею. Точно, она и оставалась-то в моей посадке. Когда я достала, там уже старые корни, которые оставались у растения, они пропали, новые хорошо себя чувствовали. Ну вот посмотрите сейчас у нас. У нас здесь вот на момент цветения растущие корни. Вот он, растущий кончик. Смотрите, какая красивая картина. Горшочек матовый, еще и зеленый. Сложно разобраться по корням, но я думаю, что все-таки возможно показать вам. Вы же профессионалы. Вот он, корешок. Вы все увидите. Вы понимаете, где там проходят корешочки. Я, когда ее пересадила, да, кокосовое волокно в нижнем уровне обязательно. Вот он, стремящийся корешочек, врастающий в слой аэрируемый из кокосового волокна.
Вот, орхидея, как она себя показала быстро в развитии после пересадки, вот в больший объем. Вы знаете, меня вот это вот такие вот стремительные развития растений после пересадки, они меня вдохновляют на такие посадки. Это очень-очень красиво. Ой, боже, я вот смотрю видеокамеру, насколько она хороша. Необыкновенная орхидея – это очень старый сорт. Вот от слова совсем старый. Сейчас редко его на привозах можно увидеть, потому что много всего нового выращивается, новые сорта появляются, новые гибриды, но это классика. Это классика нашего орхидейного увлечения, потому что я мечтала об этой орхидее, когда я ее купила, я покупала ее, как сейчас помню, сестре в подарок на день рождения. И вот она у нее там цвела, все было хорошо, а потом вот в сухую гниль ушла. Вот. После восстановления она у сестры цвела зимним цветением. Я снимала вам это цветение, когда поехала к сестре в гости. Видео выходило на канале. Ну и вот сейчас, пожалуйста, теперь мое домашнее цветение. У нее на старом цветоносике еще вот новый молодой росточек. Вот он такой холесенький. Тоже зацветем скоро. Не пропал ни один лист. Выжелтевание листиков было вот в старой посадке у сестры. Вот он, стареющий листочек. Ну, может быть, после потом того, как орхидейка отцветет, пойдет в вегетацию, этот листочек она уберет. Ну, посмотрим, не знаю. Все, будем решать все вопросы и снимать ненужное по мере уже необходимости. И показываю вам вот эту красавицу, которую меня просто попросили пересадить. Ну, смотрите, как она у меня содержится. Я ее посадила в дырявый горшок, вот перфорированные стенки горшка до среднего уровня. У нее был метод перевалки. Корешочки старые, вы помните, насколько там была старая посадка в старом грунте? Орхидейке было там непросто. Вы видели, да, что какое-то количество корней мне пришлось, конечно, убрать, потому что там уже корни были на уровне совсем пропавших. Вот. Но самые темные корни, которые были у нее в старой посадке, я ей сохранила, потому что они были, несмотря на то, что темные, они были абсолютно нормальными, рабочими. Они просто, оболочки этих корней окрасились о старый грунт. Старый грунт там был. Вот, сейчас у нее все хорошо. Здесь нет такого активного роста корней, потому что эта орхидея сейчас вот она находится в стадии не вегетации, а цветения. Но все корешочки, с которыми орхидейка пересаживалась, эта красавишна маленькая, вот такая вот волнующая, нежная, она все корешочки сохранила. Это вот, знаете, очень похоже. Я не знаю, на какую это орхидейку похоже. А, кстати, я вам могу сказать. Знаете, какой она мне орхидею напоминает? Орхидею со стоянки. Во-первых, листьями, просто вот один в один форма листьев. Вот эта форма врастания верхних корней в посадку. Корни, которые появляются, они стелятся по шейке и врастают в грунт. Видите, как у нее тут все интересно происходит? У орхидеи со стоянки были такие же проявления. Листики один в один. Вот этот тургор сохранен. Вот такие они закрюченные, кучерявенькие листочки. Я с такими ее принесла, эту орхидейку. Вот, очень напоминает. И цветение один в один, как у орхидеи со стоянки. Сейчас у меня многие спрашивают, кто пропустил видео по орхидее со стоянки: Ирина, почему вы не показываете, куда дели? Еще разочек напоминаю всем тем, кто не в курсе. У меня эту орхидею выпросили. Девушка, она живет в Москве. Она говорит: Ирина, я как ее увидела, я влюбилась, не могу. Ну и выпросила у меня орхидейку. Эта орхидея была отправлена в Москву. По-моему, это был сентябрь месяц, по-моему. Ой, девчонки, я сейчас точно уже не помню, но факт то, что у орхидеи со стоянки уже новая хозяйка. Я вам снимала видео, показывала, как я упаковываю ее, отправляю. Вот, посмотрите. Ой, ну хороша, не могу, это нежное розовое облако сумасшедших. Я видела, как она в этом кабинете у девчонки цвела. Каскады чумовые, просто чумовые. Сейчас она очень деликатно и немногочисленно цветет,
потому что она пересажена была. Сейчас растение цветет в ту силу, в которую она способна цвести. У нее способность доращивать цветоносы, мультифлорный тип цветения, почки пробуждаются. Я видела, какие букеты создает эта мультифлора. Это сумасшедшая орхидея. И вот так она у меня в дырявом горшке вот здесь, получается, растет перфорированном на циафлоре. Влажный уровень циафлоры, вот после полива он у меня пока так и остается влажным. Кстати, могу сказать, по керамзиту, вот здесь у меня в посадке керамзит, вообще из циафлоры вода не идет. Надо было мне вообще сделать, наверное, кору в нижний уровень, тогда больше было бы толку. Но ничего страшного, это у меня она так растет. И туда, куда я ее отдам, я знаю, что она будет стоять просто в белом кашпо керамическом. Вот так вот, горшок в горшок. То есть на дне ничего не будет. И при поливе вода будет уже находиться вот в уровне керамзита, и дальше по кокосовому волокну орхидея будет пить. Все будет хорошо, все продумано, не переживайте. Вот я вам показала, как у меня развивается после пересадки орхидейки, где, конечно, картина дальнейшего развития растений была не совсем очевидна, потому что время для пересадки было выбрано не совсем правильное, но что не делается, как я говорю, все к лучшему. И вот такие у нас результаты. Поэтому, знаете, вот что сказать? Анализируйте, наблюдайте за своими орхидеюшками. Можно, конечно, где-то смотреть информацию, да. Надеюсь, что мои видео вам помогают в чем-то в уходе за вашими орхидеюшками. Вот, а результаты, они, конечно, сегодня вот на этих двух орхидеях, они просто показательно выступательные. По-другому не скажут. Не скажешь. Вот так сегодня перед вами выступали две мои красавицы. Чармер и Незнакомка. Вот такая необыкновенно нежная история.